Очень часто я слышу от многих садоводов, что на их участках не самая лучшая, а порой и непригодная для многих цветов почва. А ведь так хочется хоть что-то выращивать в своем саду, чтобы радовало глаз и не требовало больших усилий по уходу. К счастью, есть немало растений, которые способны не только расти, но и красиво цвести даже на скудных, песчаных и истощенных грунтах. О них и пойдет сегодня речь. Обратите внимание на очень неприхотливое растение, которое легко приживается на бедной земле. Это лихнис корончатый. В народе его еще называют зорькой или горецветом. В древности цветы и корни лихниса использовали для мытья и стирки одежды, вместо обычного на мыло. А листья этого растения применяли как фитиль. Современных садоводов лихнис в первую очередь привлекает своим декоративным видом и простотой в уходе. Его цветочки в основном розовые и ярко-малиновые. Есть сорта белые и с беловатым окаймлением по краю лепестков. Лихнис корончатый – это настоящая игра контрастов. Его яркие цветы диаметром до 3-4 см очень четко выделяются на фоне серебристо-сизой листвы. Цветение продолжительное, с начала лета до холодов. Данный многолетник покажет себя в полной красе на солнечных участках. В тени станет вытягиваться, а цветов будет меньше. Высота кустиков от 40-50 см, реже до 80 см. Также лихнис не станет обильно цвести на удобренной и богатой органикой земле. Бедный грунт и нечастый полив, за исключением засушливый жаркий период, это как раз то, что ему и надо. При посадке в садовую почву лучше внести песок. Этот травянистый многолетник украсит каменистые сады и альпийские горки. Его также красиво высаживать вдоль садовых дорожек, у ограждений камнями и гравийной отсыпки. К тому же лихнис достаточно зимостойкий и не требует укрытия на зиму. Зимует даже в 3-й климатической зоне. Семена высевают на рассаду или сразу в открытый грунт весной после стратификации. Еще проще посеять их в сад под зиму. Разросшиеся кустики также размножают делением. Лучшее время для этого, когда лихнис не цветет, или осенью. Семена этого растения обладают хорошей всхожестью около 4 лет. Этот многолетник также способен давать свой самосев. Удачным компаньоном лихнису может стать еще одно растение, которое приживается даже на бедных и сухих почвах. Это лакфеоль или хейрантус. Его многочисленные цветки имеют яркую огненную палитру. Хейрантус – это красочное пятно в цветнике. Кустики, в зависимости от сорта, высотой от 40 см до 1 метра. Также есть разные виды, которые цветут весной и летом. Цветение сопровождается приятным ароматом. Это растение предпочитает солнечное место и рыхлый грунт без застоя влаги. В диком виде в природе лакфеоль даже встречается растущий среди камней и в расщелинах стен. Таким же неприхотливым является кирмек или статица. Название этого растения в переводе с латыни означает «стойкий». Статица способна расти даже в пустынных местах. Очень засухоустойчивая, не требует питательного состава грунта и специального ухода. Соцветие в виде пышных щитков, самой разной окраски. Раскрывается в июле и радует своим видом до устойчивых морозов. Кирмек идеально подходит для составления сухих букетов. Его цветочки надолго сохраняют свой привлекательный вид и окраску, даже в сухом виде. Очень похожа на статицу своей непритязательностью к плодородному составу почвы и высокой засухоустойчивостью гипсофила. Единственное, что это растение предпочитает известковый грунт и не терпит переувлажнения. Гипсофила бывает однолетней и многолетней, высокорослой и почвопокровной, любит солнечные места и особого ухода не требует. В моем саду растет на суглинке, можно сказать, без полива и присмотра. Цветет пышным облаком из мелких цветочков белого или розового цвета. Даже на самой скудной почве станут расти разные очитки. Среди этих совершенно неприхотливых многолетников есть самые разные виды, почвопокровные, средние и более крупные, как, например, очиток видный. Цветение начинается в первом месяце лета и продолжается до морозов. Очитки можно порекомендовать даже самым неопытным садоводам и тем, кто не в состоянии ухаживать за своими растениями. Исключение – это некоторые агрессивные почвопокровные виды, которые со временем сильно разрастаются по участку.
К таким относятся очиток едкий. А вот такие почвопокровники, как тимьян и абриетта, не только хорошо растут на скудных и каменистых грунтах, но и очень обильно цветут. Этими растениями можно заполнить пустующие солнечные места в саду, декорировать садовые дорожки, альпийские горки, каменистые насыпи, южные склоны и подпорные стенки. А вот в низинах, заболоченных и часто подтопляемых местах их не стоит высаживать. С помощью этих многолетников с годами можно создать эффектное, плотное покрытие. В эту же категорию неприхотливых и засухоустойчивых растений стоит добавить и берез, и армерию. И берез красиво украсит передний план цветников в качестве яркого окаймления. Его также высаживают вдоль садовых дорожек, как низкорослый бордюр, а также выращивают в контейнерах. Пышные соцветия береза бывают самой разной окраски. Чтобы продлить цветение, семена высевают повторно сразу в сад, заранее подготовленную и очищенную от сорняков землю. При посеве хорошо внести песок. Армерия также способна расти на каменистых, супесчаных или суглинистых грунтах. Цветет очень красиво с мая до конца лета розовыми, лиловыми или красными соцветиями-шариками. Любит открытые солнцеучастки. К растениям, которые не любят питательный состав почвы и внесение азот-содержащих удобрений, относится неприхотливый молочай окаймленный. В народе его еще называют невестой. Молочай предпочитает рыхлую почву и может расти даже на скудных, песчаных и сухих грунтах. Не любит частый полив. В тени его кустики будут скромных размеров и незрачно цвести, поэтому его лучше выращивать на открытых солнцеучастках. При частых подкормках молочай, наоборот, пойдет в активный рост, после чего вам потребуется его подвязывать, чтобы стебли не клонились к земле. От чрезмерных поливов может заболеть грибковыми инфекциями. Молочай окаймленный очень эффектно смотрится на любой клумбе. Его ажурные кустики привлекают внимание за счет белоснежной каймы на верхушечных листьях, благодаря чему со стороны создается впечатление, будто растение покрыто инеем или искрящимся снегом. Цветение начинается в июле и продолжается до осенних холодов. Размножить молочай можно семенами и черенкованием. Он также способен давать свой самосев, но стоит иметь в виду, что сок молочая ядовитый, и все работы с ним лучше проводить в перчатках. А вот следующий многолетник, наоборот, издревле считался очень полезным, лекарственным и невероятно простым в уходе. Это перетрум девичий или матрикария. О ней я уже не раз рассказывала в своих видео, так как матрикария заслуживает, чтобы ее выращивали в каждом саду. Мне очень нравятся ее мелкие ромашки, которые могут иметь простую и махровую форму. Этот многолетник идеально дополнит любой цветник и красиво смотрится сам по себе. Никакого особого ухода не требует. Цветение длится с июня до глубокой осени. На бедных питательными веществами грунтах станут расти и красиво цвести вербаскум и хотьма тюрингенская. Яркими цветами украсит ваш сад неприхотливая гайлардия и космея. Совершенно нетребовательный к качеству почвы портулак, который красиво цветет даже на бедных, сухих и песчаных грунтах. Его цветы бывают разной окраски, простой и махровой формы. Зацветает портулак с начала лета и не прекращает цвести до осенних заморозков. Очень засухоустойчивый и приживаются на бедных почвах декоративный тысячелистник и гвоздика-травянка. Среди тысячелистников есть очень красочные сорта, цветущие с середины июня до конца лета. Из гвоздики-травянки можно вырастить красивое покрытие высотой 15-20 см. Кустики привлекательны своей мелкой сизой листвой и очаровательными розовыми цветочками. Цветение гвоздики сопровождается изумительным ароматом, поэтому ее часто высаживают вблизи зон отдыха. А растениям для самых ленивых и тех садоводов, которые предпочитают иметь цветники в природно-луговом стиле, можно порекомендовать такой засухоустойчивый многолетник, как мордовник. Очень интересно смотрятся его необычные соцветия-шарики. Мордовник украшает садовый ландшафт своей причудливой формой, голубой или сине-фиолетовой окраской цветов и длинными сизо-зелеными стеблями. Это не только красивое и неприхотливое растение. Мордовник
считается хорошим медоносом. Из минусов он дает свой самосев, поэтому в общий цветник, особенно с низкорослыми культурами, его лучше не высаживать. Чтобы исключить самосев, отцветшие головки лучше вовремя удалять. Подобных цветов, которые станут расти даже на скудной земле, очень много. Я буду всем благодарна, кто предложит свои варианты неприхотливых растений. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, оставить свой лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад.